корпус у меня получился на скорую руку. В принципе, из подручных материалов это вообще ПВХ подоконник. Вот от него верхний слой. При помощи штангенциркуля, куска любого пластика можно сделать вот такой корпус и пары хомутов. 4 хомута, не 8, потому что я их так пообрезал, ими позажимал тут замки с двух сторон. Полезного из этого, что я могу рассказать, это его размеры. Вам нужно вырезать вначале 2 пластины. Ну, это вынчик сейчас. Грубо говоря, 78-79. Ну, тут он чуть-чуть выступает. Что, в принципе, и правильно. На 123. 2 пластины. Одна и вторая. Ну, вторая пластина, можно сказать, сразу готова. Отверстие разметить можно просто приложив плату любым маркером, карандашом, чем угодно, и насверлить. Самое главное, ну, сложное, это вот эта вот часть. Вот я ее тут вымерял. Сейчас покажу, что у меня получилось. Ну, диаметр отверстия 33. Теперь от края до кнопки получается, сейчас я замерю, получается 23,5, где-то так. Смотрю, что я писал, да, 23,5, вот у меня 23,6. С этой стороны сейчас глянем. 23,5. 23,5, 23,5 снизу. Снизу 19. Но у меня тут было 18,5. Но это до кнопки. Соответственно, с отверстием правильно. 23,5, 23,5, 18,5. Расстояние до экрана. Десять миллиметров. 10 миллиметров. Тут по бокам у меня с одной стороны 18, с другой 18,4. Сейчас посмотрим, что на практике получилось. Тут немножко он вышел экран, так что его, возможно, стоит делать чуть меньше было. 18, да, даже чуть больше. То есть его лучше делать, наверное, 18,5, 19. Наверное, вот так будет правильно. Да, думаю, даже 19,5 возможно с каждой стороны сделать, а потом убрать. Тут 10 миллиметров. 9,5. Ну, до центра расстояние посчитать несложно, я думаю. Таким нехитрым образом 78 пополам получится 35-39 до центра. 39 миллиметров. Ну, а тут только на глаз, наверное, сейчас могу уже прикинуть. 35 миллиметров. 35-34,5 до центра. Ну и вот эти отверстия я просто приложил уже к готовой. Сюда перенес с платы, потом верхнюю панель приложил к нижней, перенес сюда отверстие. Вот и все. Такой корпус, в принципе, за час можно сделать. Просто у меня был это правда кусок подоконника ПВХ. Если иметь ровный пластик, мне его пришлось еще равнять, там были ребра, то это можно легко и просто сделать. Если кому-то нужно, могу где-то, пишите в комментариях, могу выложить эти размеры где-то в интернете. И можно сделать просто бумажный трафарет и по нему перенести разметку. Может, кому-то нужно, могу и это отправить, в принципе. Мне оно нафиг не нужно уже.
Этот корпус теперь снимаю уже, он мне больше вообще не нужен. Вот так вот выглядит весь этот корпус. Вот. Тут даже остались следы ребер. Тут были ребра. Если кому-то нужно, тоже могу отправить. Пишите в комментариях. Ну, на этом про такой простой корпус все. Я его буду менять на вот такой вот корпус новый, который я сегодня получил. Я думаю, что он будет у меня в видео отдельно. Подписывайтесь, смотрите. Спасибо за внимание. Всего хорошего.